Люди, путешествующие пешком и живущие в предгорьях Гималаев, часто видят харзу, желтогрудую или уссурийскую куницу, которая перебегает дорогу и исчезает в зарослях. Но они являются одними из самых свирепых хищников, убивая животных намного больше, чем они сами. Несмотря на свою малочисленность, этот вид является самой крупной куницей в Старом Свете. Куньи в целом хорошо вооружены и дрочливы, и многие из них ловят добычу больше, чем они сами. Как и южноамериканские гигантские выдры, харза сочетает в себе отвагу горностая и гибкое телосложение с непревзойденными охотничьими навыками. Индийский мунджак не самое большое животное, на которых они охотятся. Ученый из Индийского института дикой природы наблюдал, как одна пара в заповеднике дикой природы гонялась за взрослым 70-килограммовым гималайским тахтом. Он написал в индийском научном журнале Indian Forester в 2006 году, что он наблюдал, как в том же районе пара преследовала рыжебрюхую кабаргу, а позже одна харза преследовала двух гималайских горалов. Он не знал, что стало с копытными, но он не сомневался, что куницы добились своего, потому что они могут догонять свою добычу. Харза занимает обширную территорию, от северо-западного Пакистана через Гималаи до Китая, России и Кореи, одинаково хорошо чувствуя себя в умеренных и тропических лесах. В книге «Млекопитающие Советского Союза», опубликованной в 1967 году, утверждается, что зимой они пируют на кабаргах, мускусных оленях, загоняя их на лед или на глубокий снег. В 1936 году на реках Арму и Нанца на расстоянии 200 километров были обнаружены трупы 26 особей кабарги, убитых харзой. В 1952 году вдоль реки Сица 4 особи. В ноябре 2014 года в Китае рейнджеры в провинции Сычуань обнаружили взрослую гигантскую панду, у которой пара этих хищников разорвала живот, оставив ее там, потому что доступ к пещере был затруднен. Панда спряталась в пещере и зализывала свои раны. Несмотря на то, что панда была спасена и доставлена для оказания неотложной медицинской помощи, она умерла через несколько дней. Южный родственник харзы, нилгирская харза, тоже еще тот хищник. Несколько человек рассказывали, что наблюдали за парой, гоняющейся за мышиными оленями, и позже питались ими. Джеймс Захариас, отставной сотрудник Керальского лесного департамента, рассказал об инциденте, свидетелем которого стал один из его полевых сотрудников в Переярском тигровом заповеднике. Мышиный олень сбежал от группы, состоящей из 3-4 особей, прыгнув в бассейн. Хищники пытались атаковать его со свисающих ветвей и отступили только потому, что в том месте появились люди. Если у харзы есть смекалка, чтобы поймать такую крупную добычу, убийство макаки резуса не должно быть проблемой. Но макаки обычно живут в группах, и когда куница нападает на одну из них, остальные агрессивно бросаются ей на помощь. Кроме того, у этих приматов клыки огромного размера. По всем этим причинам немногие хищники связываются с этими животными. В январе 2018 года Кабери, приматолог из Музея естественных наук Северной Каролины, сообщил, что тогда макака выглядела больной. Было похоже, что на ней не было следов борьбы, и она не пыталась бежать. «Я не уверен, что ей было плохо», – написал Крис Нилс, который разместил фотографии в Facebook и ответил на вопрос. Это была очень решительная атака. Харзы нападали по очереди. Через 15 минут они прижали ее, но пришлось отпустить. Я думаю, что они понимали и были терпеливы. Макака не пыталась бежать. Харза всегда стремится укусить сзади, за шею. Это было жестоко, написал он. В конечном итоге они были настойчивыми и убили макаку. Нилс добавил, что его 20-летний гид когда-то видел, как харзы напали на макаку, но не видел результата. Как показывают отчеты, мало кто знает, чем заканчивается такая охота, что делает это важным событием для науки. Другой человек, Крис Блэдшоу, прокомментировал сообщение Нилса о том, что в 2013 году он видел, когда группа из 3 или 4 особей охотилась и убила макаку в Сатале. Возможно, макакам приходится считаться с этими крошечными, но грозными хищниками чаще, чем мы можем себе представить. В другом случае пара куниц напала на гульмана, который казался беспомощным. Подобно мангусту, кидающемуся на кобру, одна харза кружила вокруг уставшего примата.
Это еще один примат с массивными клыками, который живет в группах. Чем закончилась эта встреча, также неизвестно. Милс чувствовал очень смешанный набор эмоций, что трудно выразить словами. Я помню, как был поражен, ошеломлен, раздражен, немного расстроен, а потом чувствовал облегчение, когда все закончилось. Рад, что все прошло естественно, и никто не повлиял на ситуацию. Харза не должна отказываться от своей добычи, даже если она только ее ранила. Команда ученых наблюдала, как одна харза атаковала осиное гнездо примерно в 2 метрах от земли. Известно, что мех этого животного не подвержен укусам. Каждый раз, когда животное было ужалено, оно падало на землю, чтобы снова подняться и продолжить поиски личинки осы, пишут они. Харза нападает на улей с равным удовольствием, поедая мед и личинки. Помимо маниакальных атак на крупных животных, она часто опускает свою голову в цветы, чтобы попить нектар и полакомиться инжиром, когда он созрел. Если харза может безбоязненно нападать на животных, неужели людям, которые гуляют в этих лесах, есть чего бояться? Как правило, животные исчезают, когда они сталкиваются с людьми. Даже гораздо более крупные росомахи из холодных просторов Сибири, Северной Европы и Северной Америки, у которых огромная репутация бесстрашия, не нападают на людей. Харза своим внешним видом может растопить ваше сердце, но их грубое отношение и выносливость в грубой борьбе с крупной добычей, похоже, недооценены. На этом все новости. Подписывайтесь на канал и оставляйте ваши комментарии. Всем пока!